Получилось. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуй, Виктор. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Кирилл. Кирилл, здравствуйте. Кирилл, какую вы пользу для общества приносите? Я выпускаю настольные игры. Вы выпускаете настольные игры? Да. Замечательно. Вы помогаете скрасить пьянку. Типа мы не просто бухаем, мы еще и сыграли в крокодила. Кирилл, Да. настольные игры, вы прямо их создаете, придумываете? Да, если вот в тему Артема, то у нас есть такая игра «Эмоциональный интеллект». Чего, надо рассказать про нее? Нет, можете просто назвать игру. Без проблем. Кирилл, да, будете рассказывать, что за игра? Ну, игра просто на эмоциях основана. Вот то, что вы говорили... Можно по на «ты», не переживайте. По поводу... Главное, хуепутало не называйте. У меня такой критерий. Договорились. Такая самооценка. Проявления, да, мужские, женские, вот эти все эмоции, там, весь спектр. Игра как раз на то направлена, что... Карточки? Да. Я вот, например, нас, неважно, какое количество? 4 минимум? Ну, да. 4. У нас, я вытягиваю карточку, что на ней написано? На ней какая-нибудь эмоция, там, радость, бодрость. Радость, и в этой эмоции что я должен сделать? Ты должен сказать какую-нибудь фразу, которая написана на карточке, типа там «добро пожаловать», и должен ее в радости сказать. И твой партнер должен угадать. Там могут быть эмоции, например, там, хмурость, отвращение. То есть он конкретно должен Да, назвать да, да, эмоции. да. То есть вы Слово. знаете, и сколько у вас эмоций, что вы создали игру, это сколько? 135. 135 эмоций. Можете назвать необычную, потому что ярость, грусть, Какая-нибудь хмур. воинственность, например, или озорство, там такие вот есть. Воинственность это добро пожаловать. Добро пожаловать. Это жену так встречаешь голым? В плаще. Ой, как мы быстро пришли к этому. Итак, хорошо. Это мы запомнили. Какая, Кирилл, у вас мечта? Мечта, у меня есть 2 сына, одному скоро год исполнится, другому скоро Поздравляю. 4. Вот, и они А второму 4 или 44? 4. Вот, и невозможно с ними во что-то играть одновременно. Ну, то есть один ломает, а другой на это бьет маленького. Вот. И я бы сделал какую-нибудь реальную игру, вот чтобы 2 парня могли в таком возрасте играть в нее. Есть такая игра? Есть, да? Да, называется Твистер? «Время». Нет, время, надо подождать. У нас такая же история. У нас старший, он бьет младшего, и беспощадно бьет младшего. Вот. Ногами. Да чем угодно. Той же игрушкой. И младший плачет и так далее. Я говорю старшему, не делай так, потому что он вырастет, и ваши силы уравняются. И он тебя побьет. То же самое у меня было с сестрой. У меня тоже, кстати. Когда старше, они всегда цепляют младших, потому что они не знают, как по-другому проявлять внимание. Поэтому они и цепляют. Игра такая. Вы знаете, на самом деле хорошо, что такой игры нету, потому что если 4-летнему интересно играть в то, что годовалому интересно, надо 4-летнему куда-то отвезти, проконсультироваться, может быть, с неврологом. С другой стороны, если 1-летнему интересно то, что происходит С другой стороны, если 1-летнему интересно то, что интересно 4-летнему, как вам такое, а? Немножко, кстати, бьет по самооценке, когда самый смешной момент во время выступления заключался в том, что я просто выговорил. Пойдем сходим на артиста. А чем он занимается? Разговорный жанр. Но иногда у него не получается. Уже есть какие-то, может быть, разработки у вас по поводу игры? Как вы придумаете эту игру? Да вообще ноль. Я вижу, что маленький, он готов все разрушать. То есть какая-то абстрактная игра на то, что кто быстрее построит башню, Слушайте, кому он быстрее сломает. Вы извините, пожалуйста, а годовалый, это что он может?
Он ползает, Ну, он скоро пойдет. орет. Ползает, орет. А старший что может? Ну, вот, немножко... А старший сальто. Что он может? Но он говорит, шутит, прячется, считает Можете до шутку 5. какую-то рассказать? От него. Ну, он может... Смешную, возможно, смешную для вас это нормально, если что. Только да, для вас. да, он может сказать, что вот был праздник мам пару дней назад, и да. И там нарисовали мам всяких разных. Кто знал? День мамы был? Будет воскресенье? Ну в моем садике уже был. Ну, теперь понятно, почему мы умираем. Так, надо выпустить эмоции. Твою мать! Твою мать! Поставь напоминалку. А? Напоминалку поставь. Не. Она меня с Днем Отца тоже не поздравила. Это что, мама, папа, работа чистой воды. Да. Да, и он может сказать просто, что вот эта там мама похожа на зомби, но я так шучу, пап, может сказать. Мгм. Ну, хорошая шутка, Наша хорошая. мама похожа на зомби. Да, наша? Да. Про свою маму он говорит? Ой, это опасно, опасно, потому что мой называл жену, маму свою, пузатая, толстуха. Я вот так в этот момент, когда слышу, я такой, я ухожу. Я не хочу иметь ничего общего к этому диалогу. Имейте в виду, я так не считаю. А наш говорит из последнего, то, что рассмешило, это он выходит на... Я лежу, он просыпается, идет на кухню, и я слышу, как он выходит на кухню, а там уже мама. И он говорит, ну здравствуй, мать. Вот, она ему говорит, ну здравствуй, сын. Что там дальше было, я не знаю. Я продолжил спать. Замечательно, замечательно. Так, Кирилл, мы вас отметили, все мы узнали. Мечта, игра. Вы пришли с компанией друзей, я так понимаю? Да. Вот с Да. ребятами они тоже делают игры. Вы тоже делаете игры. Слушай, Эффекты фикции у них есть игра, кстати. дефекты чего? Эффекты фикции. Дефекты фикции? Эффекты. Фифекты? Да. Фифекты фикции. Да. Я только сейчас подумал, а почему в профессии, которая занимается дикцией, логопед, нет ни одной «Р»? Тоже странно. Ну, вот такие, я знаю, это есть прикольные названия, да, вот это вот, такие, знаете, с юмором. Вот я недавно проходил магазин, назывался он «Слепая курица». Очки, да, слепая курица. Так называют людей, у которых проблемы со зрением. Это оскорбительно. Это как ортопедический салон назвать калека. Пойдете? О, да, точняк. И фифекты фикции. Скажите, какие правила игры? Давайте я автору тогда скажу, Женька расскажет. Да, Женя, расскажите. Добрый вечер. Здравствуйте. Это детская игра для детей. Ну, не факт. Она разработана логопедом, и там, по сути, детская ходилка, но поскольку, когда дети занимаются с логопедом, вот если чьи-то дети ходят, они знают, не любят делать артикуляционную гимнастику. Ага. Никому это не интересно. А это все сделано в виде игры. Там кидаешь кубик, и в зависимости от того, что выпал на кубике, выполняешь нужное задание. Это уже детей. Открой рот 100 раз. Ну, почти, да. Типа того. А потом уже, после того, как ты это выполнил, есть задание веселое. То есть, чтобы был стимул у ребенка сделать задание. Веселое задание хоть одно? Ну, там, например, добежать до туалета и обратно, вокруг стула, там пора прыгать. Ну, вам, наверное, не интересно, детям нравится. Не, понятное дело. Ну, мне не интересно бегать до туалета и обратно. Я как бы знаю, что можно на паузу поставить.
Вообще, на самом деле, ну, бежать в туалет никогда не весело. И когда ты бежал в туалет, потом ты никогда не бежишь. Если ты, ну, только ты бежишь туда, если ты бежишь в туалет и потом бежишь обратно, значит, ты не добежал. Потому что если ты добежал и все закончилось хорошо, мы же видим этих людей. Вот это он сначала, а потом он... Получилось. Кирилл, спасибо вам большое, обязательно вас отметим. И там были милые девушки, чтобы удовлетворить хотя бы каких-то женщин. Давайте им передадим микрофон. Вас много, да? Да. Давайте тогда без микрофона. Быстренько сделаем такой экспресс. Потому что... Да, конечно, можно вопрос. Просто я смотрю, 10 часов, тут люди, ну, наверное, когда-то им надо. Ну, наверное, все-таки 2 часа здесь провели уже. Да и я в целом тоже поехал. Ну, давайте, да? Вопрос, ваш вопрос. Как вы относитесь к мошенникам, которые звонят, типа из Сбербанка? Что вы им отвечаете? Я отвечаю им, да, и осуществляйте этот перевод. Потому что там цифра небольшая всегда. 3900. Я такой, ну, ладно. Осуществляйте перевод, все, я говорю, перевод. Сейчас же новая тема, они звонят и представляются сотрудником конкретным, которого ты можешь, кстати говоря, пробить по базе, реально существует такой сотрудник. Вот, ну, ты в такие моменты говоришь, хорошо, давайте я вот приеду, куда надо приехать. Либо делаешь вид, что ты как раз рядом с этим зданием, я говорю, ой, я как раз здесь, давайте. Вот, где вы, какой кабинет? Вы из 3-го выходите, это вы, это вы? Еще какой-то вопрос у вас? Да. Батрутдинов недавно хвастался у Шульман, что у него был секс с 3 девушками. Сколько у вас было максимально? За раз? Ну, 3 у меня не было, но я считаю, что 1,5 были. Я считаю, что если одна просто спала и делала вид, что она ничего не замечает, а я был с ее подругой, это 1,5. Я считаю, это 1,5. Мне нравится, меня прямо это, нифига, такие вопросы интересуют. Обычно спрашивают, а что с волосами? А тут... Да, практически, сейчас еще подождем. И все будет в порядке. А сколько у вас было мужчин? Да, за раз. Общее количество мне не надо. За сегодня? А, вы с мужем? Извините, пожалуйста, тогда 1. Я просто не вижу, что вы с мужем. Я ни в коем случае не хотел. Просто вы так себя ведете, как будто вы подружками вышли. Если вы там 1 муж, я с тобой, друг. Я был в этой ситуации, где ты белая ворона чуть-чуть. Почему для женщин всегда же, наверное, неловкий вопрос, сколько у тебя было сексуальных партнеров? Половых партнеров, правильно говорить. Наверное, это уточнение, а какие из них были сексуальными. Давайте признаем, люди, которые хвастаются, особенно мужики, которые говорят, у меня было 500 женщин, давай-ка немножечко, расскажем, какие из них были такие, которые ты можешь показать. Потому что, знаете, когда друг говорит, типа, вчера так, трахался, ты говоришь, блин, покажи фотку. Да, там, не надо. Еще, милые дамы, какой-то... Конечно, можно вопрос. Сейчас, я вас запомнил. На мой взгляд. Для мужчин и для женщин? Да надо какие-то реальные. Типа не летать. Летать, типа, и нафиг тебе летать. Вот стопудово я знаю. Вот стопудово. Вот я умею летать. Окей, просто домой лечу. Просто лечу, вот прилетел. А иногда даже не лечу. А, например, если только я умею летать в семье,
Я же все равно с ними лечу. И мы просто летим в самолете. Я говорю, я умею летать, если что. Зато не А прикинь, если боишься летать и умеешь летать. Каждый раз перед стартом такой, фу. Для женщины, ну сложно со стороны женщин. Ну для женщины, давайте вот простые примеры. Значит, всегда накрашенная, башка всегда чистая. Чистая башка, да? Ну давайте дальше. Бритые ноги, да? О! Бритые ноги, вы всегда хорошо выглядите накрашенная. Ну, я говорю, реальные. Ест сколько хочет и худая. Слушайте, это и для мужчин. Давайте это для мужчин. Ест сколько хочешь и худая. Суперспособности. Итак, мы выбрали, надо по 3, да, выбрать у каждого. Значит, для мужчин мы выбрали едим и не толстеем. Женщины хорошо выглядим и чистая башка. Ну, это все в один, типа бритые ноги постоянно, все. И еще одну для девочек придумаем. Блядь, оргазм каждый раз. Ловите. Пожалуйста. Оргазм каждый раз. Причем у мужиков заберем это. Да, девочки? Забираем это у мужиков. А девочек, спасибо вам большое. Спасибо. Итак, для мужчин, так, и оргазм. По девочкам закрыли вопрос. Постоянный оргазм, всегда бритая хорошо выглядит, ест сколько хочет, не толстеет. По мужикам, едим сколько хотим, но не толстеем. Что нам еще нужно? Какую реальную суперспособность, мужики? Выполнять обещания. Ничего себе. Бля, ужасно вы в мире живете, да? Где мужики постоянно не выполняют какие-то обещания. Давайте лучше сделаем не давать обещаний. Суперспособность. Никого не обманывать. И говорит, я это не сделаю. Нет, этого не будет. Не умирать в 40. Супер. Едим, что хотим, не толстеем. Даже проутрируем. Ешь, и только лучше становишься. Но при этом также устаешь. То есть ешь, такой... Фу. Все, мышцы, кубики, все. Не умираешь в 40. Нет, я к тому, что нужно мужчинам. Пока, то есть мы со стороны женщин думали, что нужно женщин. Для мужиков. Что как женщина иметь? Пульт. Пульт от женщин. Да нет, да мы не настолько вас ненавидим. Просто 3 должно быть. 3. О! Всегда в глаженном пойдет? Пожалуйста. Лично для меня. Всегда в глаженном. И обувь чистая, и трусы человек добавил. Что-то болезненное мы услышали, да? Она пригласила его в гости, он, сука, еще в грязной обуви. Она думает, ладно, бог с ним. Потом, когда дело дошло, так у него и трусы грязные. Самое главное, штаны были чистые. Где ты в трусах и в обуви ходил без штанов? Что потом пришлось надеть штаны. И вы говорили еще какой-то вопрос? Да. Вопрос, актуальный вопрос. Скажите, Виктор, как вы считаете, в каком возрасте детям нужно сказать, что Деда Мороза не было? Или вообще вы считаете, что лучше этого не говорить, и лучше, чтобы они узнали это потом от Путина? Я хочу сказать, что на моей практике мы очень быстро детям сказали, что Деда Мороза нет. И это был короткий диалог, я вам хочу сказать. Он выглядел примерно так. Я говорю, сынок, Деда Мороза нет. Он такой, но я купил подарки. Спасибо большое, у меня все. Вы класс.